Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Как часто вы слышите истории о том, как призраки вселяются в кукол? Уверен, что хотя бы раз вы слышали об одной из них. Сегодня мы посмотрим страшные видео, на которых призраки были сняты на камеру в теле ожившей куклы. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Прятки. В следующем видео мужчина присматривает за своей племянницей, которая просто играет. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or what? When does it move? When I play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Пятилетняя девочка говорит ему о том, что кукла двигается. Мужчина подходит к этой кукле, чтобы показать ее поближе. Девочка убеждает своего дядю, что кукла движется, если играть с ней в прятки. Он пробует спрятаться и понаблюдать. I'm 10. We're playing hide and seek. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Через несколько мгновений мужчина пугается, так как собака неожиданно выбегает из-за угла. Кукла в это время сидит в том же положении и на том же месте. Но ночью происходит то, что пугает их. Like, I noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. Мужчина снимает все происходящее на телефон. Мы видим, что собака сидит напротив куклы и рычит. Мужчина боится приблизиться, учитывая то, что говорила ему племянница об этой кукле. Уже через несколько часов он снимает еще кое-что, что вам нужно увидеть. Yo. Мужчина замечает слабый шум, который доносится из гостиной. Он просыпается и записывает все на видео. В комнате включается игрушка, которая лежит рядом с куклой, а затем ее свет гаснет. Посмотрите внимательно, и вы заметите, что кукла начинает двигаться самостоятельно. Кажется, она медленно поднимает голову, как будто пытаясь установить зрительный контакт с камерой. Затем кукла быстро падает. Мог ли чей-то дух селиться в куклу, чтобы играть с этой девочкой? Напишите свое мнение в комментариях. Музей теней.
Сейчас вы увидите парочку видео из музея теней. Судя по рассказам тех, кто посещал это место, в музее можно лицезреть проклятые вещи, паранормальные артефакты земного и инопланетного происхождения, предметы, в которых вселились духи, а также многое другое загадочное и необъяснимое. Возможно, это единственное в Соединенных Штатах место, где собрано такое большое количество паранормальных артефактов. Одни из них кажутся забавными, другие откровенно странными, третьи поистине жуткими. Само здание, где располагается музей, имеет славу недоброго места. Оно было открыто в 1890 году, и первое время в нем располагалась аптека. Персонал и покупатели замечали, как по помещениям самопроизвольно перемещается мебель. Лампочки мигали над головами посетителей, а двери открывались и закрывались без посторонней помощи. Некоторые люди слышали призрачные голоса и даже видели смутные человеческие фигуры, которые растворялись в воздухе. В первом видео мы видим, как люстра шевелится сама по себе, даже когда музей еще закрыт. Еще одно видео из музея, когда во время проведения экскурсии маска просто падает с полки. Одно из самых известных видео, когда кукла начинает раскачиваться на кресле качалки. Еще один ролик уже с другой куклой, которая заперта в клетке. Посмотрите внимательно. Она, кажется, просто шевелит ногами, будто на самом деле это никакая не кукла. Как вы уже видите, в коллекции музея огромное количество кукол, и на следующем видео снято, как одна из них просто падает с полки. В следующем видео кукла, когда в музее никого нет, начинает шевелить рукой. Действительно ли музей теней заработал репутацию одного из самых часто посещаемых музеев в стране, потому что в нем есть что-то паранормальное, или его владельцы что-то не договаривают? Есть еще несколько видео из этого музея. Давайте их посмотрим, чтобы сделать выводы. Шевеление предметов, открывание дверей и различные способы напугать – то, о чем говорят многие, кто был в этом музее. Посмотрите еще несколько кадров, которые удалось задокументировать. Стоит отметить, что один из посетителей написал отзыв о том, что он разочарован музеем, и это сделано ради денег. Другие люди клянутся, что слышали чье-то дыхание и шепот. В роликах и на фотографиях также были замечены фигуры тени, которые, по словам владельцев, бродят по их музею в поисках жертвы. Посмотрите сами.
Итак, камеры видеонаблюдения музея зафиксировали несколько признаков паранормальных явлений, в том числе внезапное открывание дверей и летящие с полок предметы. Это были разные видео от разных людей, но являются ли они правдивыми или это просто мистификация? Странный смех. Следующее видео выложил Джон Браун, который давно изучает привидений. Он услышал странный смех и начал снимать. Перед ним стояла кукла, в которую, по его мнению, селилась некая сущность. Смех заставляет мужчину проверить, что же находится за куклой, но он там ничего не находит. Видео короткое, однако можно заметить еще одну деталь. Глаза куклы двигались, кажется, наблюдая в тот момент за Джоном. На этом видео заканчивается, и мы не знаем, что на сегодняшний момент происходит с этим мужчиной и этой куклой. Демон. Девушка по имени Рэйчел считает, что ее стал преследовать демон после смерти сестры. Команда охотников за паранормальным отправляется на поиски прямо к ней домой, снимая все на камеру. Шон начинает исследовать дом и натыкается на нечто пугающее. Когда он задает вопрос, то кукла ему начинает отвечать. Came to the kitchen like you wanted. I'm sitting here trying to set this camera up so I can sit over here on the couch. What, you want Rocky in here? I just feel so freaking weak right now. Несколько мгновений спустя включается музыкальная шкатулка. And that freaking alarm like hardly ever goes off. Are you in here with me right now? In this cabinet, they call the death cabinet because there's several urns with ashes in it. Dude, that thing keeps going off. Уже через несколько секунд на другой камере команда документирует женский голос, похожий на тяжелое дыхание. Шон убеждается в том, что в этом доме живет дух женщины, который мог селиться в куклу. Presence known. Он слышит стук сзади и идет проверить дом, чтобы понять, что происходит. I heard something knocking in there. Стук повторяется снова, а затем спирит-бокс оповещает Шона об опасности. Who was that? I really do not want to go back here, but I'm I going. made that sound. No effing way. Holy. Сам блогер говорит о том, что он и его команда почувствовали здесь присутствие демона и убедились в этом, поэтому решили завершить расследование и помочь Рэйчел съехать отсюда. Мог ли этот дух быть сестрой Рэйчел, которая что-то хотела от нее и вселилась в куклу? Похоже, мы этого никогда не узнаем. Коллекционер. Мужчина по имени Джеймс купил куклу у владельца, который хотел от нее избавиться как можно скорее. Много думая о рисках покупки куклы, коллекционер все же решается, но как оказывается позже, это было большой ошибкой. Несколько ночей спустя Джеймс начал замечать некоторые странные события. Он думал о том, что причиной может быть кукла, так как это была единственная вещь, которую он принес домой недавно и о которой предупреждал ее прошлый владелец. Авторы решают установить камеру видеонаблюдения с обнаружением движения, которую направляют прямо на куклу.
Ночью камера обнаруживает движение в комнате с куклой, а Джеймс получает сообщение на телефон, находясь в этот момент в подъезде. Посмотрим вместе. Маленькая темная фигура перемещается по коридору. Джеймс говорит, что у него нет домашних животных, и он понятия не имеет, что это может быть. Следующей ночью камера фиксирует что-то еще более пугающее. Посмотрите. Кукла, сидя на стуле, начинает шевелиться как живой человек. Она несколько раз меняет свое положение, пока камера крутится. Джеймс опубликовал это видео с вопросом к зрителям о том, что хочет от него эта кукла и почему она пугает своих владельцев. Комната кукол. В следующем ролике вы увидите такое количество жутких кукол, которые наверняка еще не встречали. Девушка по имени Шерри перемещает камеру по комнате, которая буквально заселена куклами. Смотрите внимательно. Одна из кукол двигает рукой сама по себе. Даже Шерри в этот момент пугается. А что же это было? Неисправная игрушка? Чей-то дух или просто шутка? Решать только вам. Свойственные ужасы и немного юмора. То, что варим мы в том месте, лучше любого повара. Задумайте выденем то, что было у тебя вчера, подумая о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение рад, если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал. Брат не подписался, поиграл. Фах, темно ночь, другие новости, легенды и мифы, части истории. Ты в одном шаге, не делай уворот, будь как дома и стой у ворот. Подпишись на телеграм. 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 Ну и про YouTube тоже не забудьте. Антикварный магазин. В следующем видео Келси со своими друзьями снимает антикварный магазин в Канаде. В магазине есть старинные вещи, в том числе и куклы. Oh, it's laughing. I thought it was like crying. No, that doll is like screaming. I don't know how I feel about this one. I mean, it's like happy, but
It just doesn't look right. Девушка показывает куклу, которая, как считается, имеет жуткую историю. По словам бывших владельцев, в нее могли вселяться духи, которые имели не совсем добрые намерения. Затем девушка оглядывается вокруг, замечая другие, еще более жуткие явления. Wait. What the heck? That's creepy. Is it like mechanical? Oh. Обратите внимание, стул качается сам по себе. Это явление кажется им странным, поскольку оно происходит после того, как Келси и ее друзья снимали и разглядывали куклу. Но на этом все не заканчивается. Келси в этот момент, по ее словам, поцарапала что-то невидимое. See it? Really clearly. That was really weird. I was just walking and I felt like a scratch on my leg. I said, ow. And then I looked down, I have a scratch. She does. She does. She just said it like 5 seconds ago. We didn't. Они пытаются разобраться в том, что это было, используя Spirit Box и куклу из антикварного магазина. Anybody here who is attached to the doll, if they could come forward, you can make. Can you show yourself to the camera right here, please? Shut the up. That's been happening the entire time. Thank you. Общаясь с духами, они просят их показать себя, и тут можно увидеть, как Орба появляется на экране. Келси убеждена в том, что в магазине действительно продается одержимая кукла, купив которую вы не избавитесь от демонического присутствия уже никогда. Жуткие фигуры. Следующее видео снято девушкой по имени Крис, которая осматривала историческое место с фигурами индейцев. Находясь там, она почувствовала, будто за ней наблюдают, и решила снять все на камеру. Porque todas estas representaciones que ustedes ven aquí de los indios taínos, todas estas figuras, no solamente nos hablan del dolor. Она показывает эти жуткие фигуры, осматриваясь в этом месте, а уже через мгновение девушка слышит шум и идет в часовню. Pero si quiero, otra vez, hombre, de ahí. Algo está cayendo de arriba. ¡Ay! ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué fue eso? Ay, Dios mío, no sé qué pasó, pero algo se movió ahí. Крис смотрит вокруг, снимая часовню, как вдруг замечает шевеление предметов. Ay, no. Ay, no. Yo ya me voy de aquí. De verdad. Yo sabía que algo se estaba moviendo. No puedo con eso. Me voy a ir. No puedo estar aquí. Она не понимает, что именно двигалось, но убеждена в том, что здесь присутствует нечто потустороннее. Спустя несколько мгновений Крис снова слышит шум, похожий на движение кого-то или чего-то, и после этого решает покинуть это место. Усадьба. В следующем видео команда охотников за паранормальными явлениями находится в гостиной усадьбы. В момент, когда они пытаются связаться с духами усадьбы, они замечают, что их оборудование срабатывает. Через мгновение они слышат странные звуки. А спустя буквально несколько секунд медведь начинает двигаться. Посмотрите. What? Whoa! Gee! I was pointing it. I saw it. I saw it out the corner of my eye. I was facing. The camera was facing it. I got that. Его едва уловимые движения не на шутку пугают команду. Они рассказывали, что это повторялось несколько раз. Did I just see that again? I don't know if I was. Yeah, it's Oh different. my. It's gonna fall in a minute. You're gonna fall in a minute. А вы как считаете, реально ли команда засняла паранормальную активность в этой усадьбе? Или это простая постановка? Исторический дом.
Следующее видео снято командой, которая исследует один исторический дом и снимает все события на камеру. В доме есть очень реалистичные куклы, просто копии маленьких детей. Судя по слухам, в этом доме постоянно погибали его хозяева. Сигнализация срабатывала сама по себе, а соседи слышали постоянные крики. Команда начинает расследование и уже через несколько минут получает ответы от духов через Spirit Box. Turn it off. Don't leave. It's not her. Anything that's negative in this house isn't welcome. Negative entities in this house. Когда любители паранормального подходят к кукле, то она просит их выключить Spirit Box. Но это не единственное, что им удалось заснять. Обратите внимание на зеркало в углу комнаты. Кажется, что в нем материализуется белая фигура. Это нечто на несколько секунд появляется в кадре, а затем исчезает. На этом видео заканчивается, но команда все еще ищет ответы на вопросы о том, что же действительно обитает в этом историческом доме. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также, если вы хотите получать больше контента, то обязательно вступайте в наш Telegram и наше сообщество в ВК. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! City Night.